Сегодняшняя наша тема называется «Идея тысячи остановок». Наша жизнь состоит постоянно из каких-то этапов, которые чаще всего хочется воспринимать как движение вперед. То есть какие-то, назовем так, хорошие дни и удачи. Но в нашей жизни есть дни, когда мы останавливаемся или даже идем назад. Если человек идет назад, это называется деградация. И когда человек приходит на какой-то новый этап жизни, приход в рейки – это достаточно серьезный этап нового уровня жизни, нового постижения жизни. Он остается тем же, кем он в этот момент прихода на этот новый путь был. И все его плюсы, и все его минусы его жизни, они все равно остаются с ним. То есть он такой, какой есть. Это вот расхожая фраза, она красивая, милая, хочется немножко даже плакать. Я такой, говорят люди иногда так с придыханием, какой я есть. И выглядит это как очень так красиво. Но на самом деле за этим может стоять очень большая ловушка, которая называется остановка. Человек консервирует себя в том статусе, в котором он есть, оправдывает все, что есть в его жизни, говорит себе: я такой, вот я такой, и примите меня таким, какой я есть сейчас. И вот это вот чувство, которое испытывает этот человек, это чувство, которое можно назвать искусственной остановкой. В жизни не бывает ни одного дня, ни одной ситуации, когда мы не идем, когда мы не меняемся, когда мы что-то не делаем. Такого не бывает. Согласны? Такого не бывает. Мы все время действуем. Все время мы принимаем решения. И рассмотрим сейчас несколько моделей, как это вообще бывает и где мы совершаем ошибки. И где у нас есть ресурс. Как только человек, который создает эту иллюзорную идею благополучия и оправдания самого себя под названием «я такой, какая я», или такой, или такая, какая я есть, возникает энергетическое ощущение, что в его жизни на самом деле очень много неблагополучия, несмотря на внешнее хорошее. Такое ощущение будет испытывать ваше сознание, ваш ум и ваша энергия, как будто вы прячетесь. Потому что жизнь
все время нас вынуждает меняться. И если человек ставит на себе штамп «я такой, какой я есть», он фактически говорит «я не хочу», или «я не способен меняться», или «я боюсь». Со всех сторон к такому человеку будет стекать информация, которая его сбивает с этого состояния. Он будет получать критику, он будет получать какие-то испытания. И если он будет стоять на позиции «я такой, какой я есть», он фактически запрещает себе меняться. И ему будет в этом очень тяжело. И чем больше он будет убеждать себя и окружающий мир, что вот я уже состоялся, я уже такой, какой я есть, и ничто в этом мире меня не изменит, потому что я такой, какой я есть, тем больше ему будет становиться тяжелее. Казалось бы, парадокс. Выглядит это внешне очень красиво, что человек принял себя, можно говорить высокими словами, полюбил себя, принял себя. Но на самом деле это очень большая ловушка. И если нет многоточия. А многоточие заключается в том, что человек должен разрешить себе жить, меняться, совершать ошибки, делать какие-то удачи. Но он должен себе разрешить это происходить в своей жизни. Для этого очень помогает такое чувство, которое называется любопытство. С точки зрения физиологов и людей, изучающих психику людей на научной основе, люди, которые перестают удивляться жизни, которые перестают проявлять к жизни любопытство, а как бы консервируют, вот, можно назвать это консерватором, да, вот, свою жизнь в том объеме, в котором он живет, он начинает очень быстро физически и энергетически распадаться. На тонком уровне, вы услышали, что я сейчас имел в виду, да? На тонком уровне фактически он говорит тонкому миру: я все познал, я жизнь закончил, и можно меня начать выключать. И эти выключения очень разные. Кто-то просто гаснет, начинает разваливаться здоровье, начинают какие-то неудачи происходить в жизни. Кто-то сбегает в какую-то такую, иногда удивительную для самого себя, ситуацию под названием алкоголь, депрессия, наркотики. Это же тоже бегство от жизни, когда ты создаешь иллюзию о том, что происходит в твоей жизни, но на самом деле ты там не живешь, потому что жизнь — это ответственность, и ты всегда в жизни на самом деле наблюдатель. Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что вы остановились, и у вас не происходит внутреннего желания что-то делать, что-то исследовать, вы должны себе задать вопрос, что происходит. И, возможно, в этот момент
вы поймете, что вам что-то кардинально надо поменять. Не чуть-чуть, а серьезно. Это как какую-то часть жизни представляет ощущение. Это может быть семья, это может быть здоровье, которым наконец-то надо заняться. Это может быть отношения где-то вовне семьи. Это может быть мировоззрение, которое у вас годами. Это всегда больно слышать, но вы очень часто, мы, все люди, очень часто годами воспринимаем этот мир неправильно. Мы врем себе. Мир другой. И другие там законы. А мы создаем внутреннюю иллюзию, что он такой. И в результате система не согласна с нами, потому что все живет в нас по системе резонанса, начинает нас разрушать. Как бы открой глаза, посмотри, в какой иллюзии ты живешь. И найдя какую-то часть жизни, где нужно делать изменения, их срочно надо делать. Иногда это выглядит как скорая помощь. Не когда-то потом, через годик, через два, а сейчас. Ну что это могут быть за ситуации? Вот такие, когда надо что-то менять. Кто-то может подсказать примеры? Ну, примерно. Как вам кажется? О чем мы говорим сейчас? Как? Уйти с работы. Уволиться наконец-то с работы. Да? Вот. Как раз рядом сидит кое-кто, который так только что сделал. Уволиться с работы. Еще примеры. А страшно же уволиться с работы. Увольнение с работы вообще очень интересный момент. Там же всего лишь два аспекта. Или ты увольняешься, или тебя увольняют. Почему-то считается, когда тебя увольняют, легче. Да? Тебе приходишь и говоришь, все, до свидания, да, мы тебя уволили. И как-то так ты ходишь гордый, что меня обидели, я несправедливо, там чаще всего это так. Вот. А второе, это тогда, когда ты сам приходишь и говоришь, что ты уходишь, и тебе нужно это по каким-то причинам. И это всегда почему-то тяжело, потому что ты сталкиваешься с сопротивлением многих людей. И когда возникают такие ситуации, давайте еще пример. Или начать. Да. Ну, например. Ну вот с работы был хороший пример. Еще. Здоровье. А как по здоровью? Вот что может быть за тупик? Кто пережил недавно такие темы? Начать разбираться почему, то есть давать анализы. Да? Нет, если мы уже знаем, диагноз уже знаем, но если есть какая-то... Надо разобраться почему. Да. Долго будем разбираться. Не кажется, что надо лечиться? Лечиться тоже надо. И параллельно разбираться. То есть вытаскивать все из сундуков, да, поднимать записные книжки, выяснять отношения с мамой, с папой, разбираться, да. Потом, как в школе дела были, потом, когда учился, потом, когда вышла замуж, да, обязательно что-то найдется. И тогда то, что ты нашел, ты берешь ниточкой такой условной, привязываешь к этому событию и говоришь, вот язва, откуда ты. И так радостно становится на душе, нашел, да. А чаще всего, я скажу как терапевт, язва говорит, ну и что? Но это язва, может быть, из-за обиды на этого
И язва говорит, ну и что? А когда ты выпьешь таблетку или сделаешь сеанс рейки, может быть, ты что-то сделаешь? Именно вот человек поэтому начинает что-то для себя делать, не только там таблетки принимать. Поиск виноватых – это всегда тупик. Вы обязательно найдете виноватых. Если у вас еще воображение хорошее, вы обязательно найдете. Или будете виноваты вы, или будут виноваты другие. И тогда, когда вы найдете, вы, возможно, поймете, что вы совершали ошибку. Но мое мнение, это ничего не изменит, кроме одного. Вы станете слабее. Я не знала. Вы станете... есть отдельные особи, они никак не становятся слабее, но энергетически вы станете слабее, потому что вы обнаружите слабость. И эта слабость никуда не делась, она по-прежнему в вашей системе стоит, как паттерн, как идея, как состояние. Не кажется ли вам лучше искать ресурсы вместо проблем? Ресурсы – это всегда сейчас, и это всегда будущее. Это формирование будущего действия. Когда мы откатываем свое сознание в прошлое, мы останавливаем движение вперед. Мы как бы говорим, пока ты не понял, почему тебе надо кардинально поменять жизнь, ты не имеешь, по сути, права, не зная причин, действительно менять. Это одна из ловушек. И для того, чтобы понять, что это ловушка, надо прожить какую-то жизнь, совершить какие-то ошибки, убедиться лично, а не слушать никакого учителя Михаила, который говорит уже сейчас, что это ошибки. Зачем слушать его, если у меня своя жизнь? Правильно, так и делают люди всегда. Они учатся, как говорят, очень хороший такой есть сленг, очень простой, на своих ошибках. Хотя все уже сказали, где ты упадешь, но что-то вот не замечаешь до поры до времени. Когда вы приходите на второй уровень рейки, у вас меняется основа, у вас меняется возможность что-то изменять в своей жизни. И в чем эти изменения? В ментальных каких-то вещах, то есть я понимаю, я знаю, я нашел, я определил. Нет. В энергетических вещах. Уровень вибрации вашего духовного существа становится выше. И, соответственно, вы становитесь как бы более понимающим ситуацию, более видящим ситуацию. И вам проще и легче перейти из одного этапа к другому. Просто проще, чем человеку, у которого нет этих дополнительных сил. И обычно возникает еще одна ошибка, которую так или иначе переживают все, которые приходят в рейки и идут дальше в первый уровень. Появляются инструменты, там, символы, энергетика другая. И человек говорит себе: о, так я сейчас это, вот как там это называлось, смотрит в конспект. Сейчас, вот что-то я неразборчиво написал. Ки, ки. Значит, палочка сюда, надо посмотреть, вторая сюда, потом сюда, потом так, или правая сначала. Так, потом так, потом так, потом так, потом это солнце, луна, так, вот так. А здесь Михаил говорил, крючочек такой сделать, крючочек, а потом вот так вот крючочек и две палочки внутри. Сейхаки, я счастлива, здорова и благополучна. Сейхаки, я счастлива, здорова и благополучна. Благополучно, здорова или счастлива. А что на первом месте?
надо было поставить? Наверное, здорово, счастливо, благополучно. Нет, лучше. Счастливо, здорово, благополучно. О, как мне нравится. Такая находка. Я всегда так ждала, что вот будет такая идея. Сейхаки. А дальше наступает новый день. И человек просыпается, и ему хочется в туалет и чаю попить, да, и у него какие-то дела, да, и все как бы ничего не изменилось. Кроме этого сейхаки, которое рано или поздно человек заучивает наизусть и начинает чувствовать эту энергию. И тогда очень часто человек говорит: учитель, вот странно, я так много практикую, я по 6 часов медитирую и делаю все упражнения, которые я знаю, ну хотя бы часть, которую я знаю. А почему-то вот здоровье не улучшается. Михаил говорит: а что ты для этого делаешь? Все, что вы учили, дорогой учитель. И сейхаки пою, и рисую, да, и воду заряжаю, и мантры произношу, и сижу 2 часа в медитации. Почему болит живот? А учитель говорит: может быть, надо к врачу сходить, определить, что там происходит, и лечиться? Нет, вы что, Михаил, гармонизация моей жизни, это сейхаки. И я сейчас сейхаки на желудок, он тут же зарастет, у него появятся те минералы, которых у меня нет, они прилетят из космоса, они залетят куда-то туда, мне не надо ничего пить. Ни железа, ни магния, ни ничего, потому что у меня есть волшебная рейки, и волшебная рейки, внимательно, вместо меня сделает что-то с моей жизнью, и все будет хорошо. Поверьте, если бы в моей жизни, благодаря приходу в рейки, появились за спиной волшебники, которые решают вместо меня, за меня все мои проблемы, то я был бы первый, который сбежал бы из этой системы. Потому что, что не подумаешь, делать ничего не надо. Они все уже делают. Они уже там несут правильные лекарства. Вы их не искали, они просто несут. Они из Гваделупы возвращают быстро самолетом врача, который вам должен дать совет и назначить анализы. И просто из аэропорта ведут его за шиворот к вам. И он говорит: что надо делать? И вы говорите: я не знаю, а они знают. И он что-то делает, и вам становится лучше, и вас кормят, поят, вас выдают замуж и разводят, вам находят на работу, и все это вот эти волшебники, сейхакисты, и чукуристы, и хоншазашанисты, да, и все это так волшебно. Ничего такого нет. У вас увеличилась энергетическая возможность для вашей личности внести необходимые изменения самому. И поэтому, если есть такая внутренняя остановка и желание просто получить то, что вы не делаете для себя, ничего не произойдет. И тогда наступает в рейке, не в рейке, разочарование, говорится. Говорится это иногда так: я его так любила, я все для него делала, я хорошая, а он ушел. Где справедливость? Может быть такое? Не может? Что от такого хорошего кто-то уходит? Да может. И бывает так. Что-то другое не происходило.
человек, находящийся в состоянии ожидания, он похож на человека, который едет в аэропорт и останавливается за несколько километров до него и ждет, пока самолет приземлится рядом с ним и его заберет. Нужно доехать до пункта А из пункта Б. Если вы не едете, то вы не приедете. Это первое, что я хотел сказать. Что вам необходимо обязательно искать действия. А вот как искать эти действия? И двигаться, нельзя останавливаться. Даже если вы при этих действиях совершаете ошибку. А что такое ошибка? Ошибка – это неосознанное действие. Действие, которое вы делали, не специально. Все сделавшие ошибки не виноваты. Но все сделавшие ошибки имеют последствия. Или для себя, или для других. И это всегда очень больно. Но 90% людей, делающих ошибки, они делают это не специально, неосознанно. Особенно ошибки, которые касаются лично себя. Неправильно мыслит, неправильно действует, неправильно выбирает друзей, неправильно выбирает какие-то привычки. Это лично. И это всегда очень плачевно. Но чаще всего это неосознанное действие. А если неосознанное, некого винить. Как выбирать эти шаги? Эту тему сегодня я назвал метод 1000 остановок. И это значит, что нужно воспитывать в себе такой уровень чувствительности, энергетической, чтобы прежде чем совершить какое-то действие кардинально или значительно меняющие ваши условия жизни, включая пересмотр прошлого, для того, чтобы не делать так в будущем, вы должны уметь чувствовать. Не знать, а чувствовать. Наша система настроена как система резонанса. Система нашего тела, нашей энергии, наших мыслей, чувств. Система резонанса. Природа показывает нам всегда, когда все правильно, когда последствия будут позитивны. И та же природа нас бережет и показывает, когда неправильно, и последствия будут негативны. Почему мы совершаем ошибки? Почему мы иногда очень сильно мучаем себя или других людей? Потому что мы не умеем слушать себя и слышать себя. И в течение всей жизни мы должны уметь совершать эти 1000 остановок, которые не есть поражение, а которые есть остановка наблюдателя. И прежде чем совершить какое-то действие, мы должны почувствовать, что говорит нам не ум наш, который ограничен всегда, а наша энергия. Для этого мы погружаем себя в максимально большое состояние резонанса с духовной энергией, которая есть в рейки. Используем все символы, делаем себе сеансы, поднимающие нашу вибрацию, работаем с отдельными какими-то символами. Особенно здесь актуален Сейхэки и Хон Шазе Шонен. Хон Шазе Шонен колоссально расширяет восприятие жизни.
во всех энергетических смыслах этого слова, а сейхэки дает возможность почувствовать гармония или дисгармония очень ярко. И находясь в этом состоянии, принимай решение. Это остановка. Потому что иногда вас кто-то заставляет: давай быстро, прямо сейчас делай. Возможно, эта остановка будет на 1 минуту, а может быть на 1 день, а может быть на 1 неделю, а может быть на 1 месяц. И это не размышление, не составление анализов. Это хорошо, это плохо, какие плюсы, какие минусы. Это тоже как бы неплохо понимать. Но я призываю вас к энергетическому тестированию, к энергетической чувствительности, и тогда вы 100%, здесь вот ошибок не бывает, будете знать: вот мое желание поговорить с этим человеком и сказать ему то-то и то-то приведет к благому или к разрушению. И вы тут же почувствуете, что, например, приведет к разрушению, потому что вы почувствуете? Напряглись руки, изменилось дыхание, поднялось давление, какие-то признаки напряжения. А если все правильно, вы кроме радости и легкости ничего не почувствуете. И тогда спокойно и идите и делайте. Сразу скажу, что здесь могут быть временные моменты. Вы принимаете решение сегодня, размышляете, чувствуете себя. Для этого надо наработать чувствительность. Это нельзя сделать вот вы послушаете сегодня и начнете себя чувствовать. Возможно, у кого-то очень наработана эта чувствительность. У вас сразу получится. А если не наработана, возможно, вам несколько месяцев нужно нарабатывать. Уровень своей чувствительности самого себя. Уметь ощущать самого себя. И допустим, что у вас это есть. И у вас это уже получается. И вы принимаете решение не делать это действие, потому что вы напряглись, вы чувствуете себя дискомфортно, и система показывает: не делай этого. Но возможно, это сейчас. А завтра вы снова настраиваетесь на это решение, потому что оно стучит вам в ворота, меняет, что-то делает, потому что что-то там не то. Мы же меняем только тогда, когда нам что-то не нравится, или тогда, когда мы хотим что-то, чего еще нет, привлечь в свою жизнь. А на завтра ответ может быть: да, вот сегодня это тот день, и ты сегодня другая, ты уже немножко по-другому воспринимаешь это, и сейчас это будет успех. И не надо идти к астрологу и смотреть там, какой благоприятный день. Он может быть благоприятным астрологически, но вы можете быть неблагоприятным для него. Вы можете быть просто не готовы. И тогда вы придете к астрологу и скажете: ну что ты говорил, должно быть хорошо, а у меня неудача. Потому что, может быть, все и так и должно было быть, но вы к этому отнеслись иначе и получили негатив. Поэтому подсказка такая: если серьезное решение, оно тестируется несколько раз, вплоть до того, что несколько раз в день. Как это делается? Это делается очень просто. Вы настраиваетесь на состояние рейки, активизируете все энергетические возможности, которые у вас есть. Становитесь очень тонким. Начинаете чувствовать свое дыхание, свой пульс, свое тело. Благодарите тело и ваше сознание за то, что оно реальность, и оно вам
помогает и поддерживает. И только потом начинаете размышлять над тем, что вы намерены изменять. Не делать, а намерен изменять. И как только вы начинаете об этом размышлять, какая-то другая часть вашего сознания пусть понаблюдает за вами. Одна планирует, а вторая чувствует. И вы сразу же начнете чувствовать, что с вами происходит. И система, если вы не придумываете головой, которая вам будет отвечать «да» или «нет», она на 100% справедлива. Но если вы спросите у подружек об этой же ситуации, они могут сказать: несправедливо, так не надо делать. Потому что они чувствуют это иначе. Поэтому 100% доверяйте самому себе прежде всего. И ваше представление о жизни может не совпадать с другими. И это не решение «я так думаю» или «я так решила». Это ощущение правильности. Ваша система никогда не поведет вас в неправильную сторону. Так она устроена. Так задумал кто-то там на небе, чтобы нам помочь жить. Но есть такая пословица, что люди живут во мраке. Во мраке в основном живет все человечество. Оно не чувствует, оно функционально, оно выполняет функции. Дом, работа, там какие-то желания выполняются. Внешне это может выглядеть очень даже хорошо, и человек может даже быть удовлетворен этим. Но если он заглянет в это глубоко, он может обнаружить, что его внешнее благополучие на самом деле является его страданием, и он себя разрушает. То, во что он верил и чему он уделял много внимания, на самом деле является ошибкой. То, что у него хорошо было, на самом деле не так. И именно поэтому люди предпочитают не знать. Потому что очень много будет разочарований. И для того, чтобы этих разочарований в будущем у вас, все, что было, уже есть. В будущем было меньше или вообще не было, надо уметь настроиться на внутреннюю правду, которая никогда вас не подведет. И это достаточно большое искусство. Это надо успокоить ум, заставить его немножко быть тихим, не думать о всем подряд, а уметь настроиться на что-то одно. Это надо уметь почувствовать тело, руки, ноги, голову, туловище, почувствовать свое дыхание, почувствовать, как течет энергия по системе, почувствовать свою ауру. Это требует усердия и опыта. И тогда, когда вы становитесь открытой системой, не просто делающей какие-то действия, для чего мы практикуем? Для того, чтобы как раз достичь этого состояния насыщенности энергетической и высокого потенциала. И если это происходит, меняется все. Обстоятельства, здоровье, ситуации начинают происходить. Именно тогда эти волшебники приходят и говорят: пожалуйста, лекарство, пожалуйста, врач, пожалуйста, друг, пожалуйста, дети, пожалуйста, хорошие отношения с мамой. Потому что вы создали это уже. Вы к этому готовы. И жизнь вам это принесет. И тогда, когда вы научитесь не торопиться в серьезных вещах,
И уметь делать эти лечебные остановки, можно говорить о том, что вы становитесь, наконец-то, абсолютно осознанными людьми, которые живут по принципу осознанных решений. Внешне это может выглядеть как торможение, когда вы замедляетесь, когда вы как бы говорите, мне нужно все взвесить, мне нужно все понять и только потом действовать. Но внутри у вас будет праздник. Параллельно с этим меняется еще одна такая болезненная немножко или серьезно болезненная часть жизни, которая называется ошибки прошлого. Тогда, когда вы становитесь человеком здесь и сейчас, высокого энергетического уровня, прошлые ваши ошибки автоматически переходят в состояние признания и уважения. Вы не могли поступить иначе, потому что поступили именно так. И вот эта вот энергетическая вина, я виноват, я виновата, она в этом тонком световом теле не может жить, потому что это тоже наказание, это тоже боль, а это уже неправильно. И ваша система покажет, что, думая об этом как о проблеме, ты себя наказываешь, ты себя разрушаешь. А это неправильное состояние. Это уменьшает твой потенциал для будущего. Поэтому автоматически вы заметите, что ваше прошлое станет более благоприятным для вас. Вы как будто смотрите на маленькую девочку или на маленького мальчика, который наградил кучу ошибок, и жалеете его. И говорите, ну ладно, ну подумаешь, ну так получилось у тебя, ну не буду я тебя пороть сейчас. И не буду лишать мороженого. Ну ладно, сейчас же мы уже прожили это. Живи дальше. Радость большая. Вы помните детство, когда вы что-то совершили, и вас родители простили? Да? Хотя надо было вам дать по одному месту. Радость, свобода. И желание, может быть, сделать опять так же, да, потому что прощают. Но это уже зависит от духовности, но на самом деле это побочный эффект вот этого действия, которое имеет в основе такие осознанные остановки. И сейчас, чтобы больше перенести это в вашу личностную часть жизни, то есть ближе к жизни вашей, я бы посоветовал вам такое сделать маленькое упражнение. Не для обсуждения, просто для себя. Записать себе в конспект какой-то момент жизни, где вам нужно принять правильное решение, не ошибиться. Он есть у всех. Даже если у вас сейчас все супер хорошо, но все равно вам что-то надо будет решать. Возможно, сегодня, возможно, через год, возможно, на следующей неделе. Вот. Запишите этот текст, посмотрите, как вы его пишете. О чем вообще это? Вообще-то это о вас. И как вы вот о себе это говорите себе. Что вы собираетесь изменять? Мы говорим сейчас об изменениях, которые есть фактически планы. Вот напишите какой-то план себе. Или подумайте об этом. Это не аффирмация, когда мы говорим, что уже так есть.
Это действительно планы, это идеи. Да? Написали? А вот сейчас попробуйте погрузиться в состояние рейки второго уровня, отложив все свои тетради, все действия лишние, полностью расслабиться, медленно и спокойно, это мы будем делать минут 10, погрузиться в состояние внутреннего созерцания с помощью всех символов рейки. Начинаете с третьего, потом второй, потом первый, погружаетесь внутри, располагаетесь снаружи, как вам хочется. Потом обнаружьте еще раз себя, свое тело, свое дыхание, свое настроение. И потом начните размышлять над этим действием. Представьте его как действие, которое развивается, уже происходит в пространстве. И наблюдайте за собой, что вы при этом чувствуете. И чем больше деталей вы дадите, тем лучше. И все время наблюдайте, как реагирует ваше тело, ваше дыхание, ваше сердце, ваша энергетика. Все это очень большое и очень важное под названием «Я», «Вы» на эти идеи. И тестируйте, будет ли вам легко или будет сложно. И не торопитесь сделать вывод. Почувствовали немножко и снова вошли в это состояние. Опять размышляете. Почувствуйте второй раз, третий. И все время, размышляя об этом, наблюдайте за собой. Пытайтесь понять, вас поддерживает ваша тонкая структура, которая определяет гармонию или дисгармонию, или нет. Потихонечку начинаю возвращаться в состояние медитации, не торопясь, с пониманием того, что вы сейчас напишите в свою тетрадь, или слово «да», или слово «нет». Примите окончательное решение, если оно еще не состоялось, и, сделав вдох-выдох, напишите решение для себя, для вашего архива в будущем. Одно слово «да» или «нет». Да, имеется в виду, я буду это делать так, как я предвидел, и в те сроки, которые я себе наметил. Нет, это значит, что я не буду делать этого действия так, как я это предвидел, и в те сроки, которые я наметил. Это не значит, что не делаю вообще. Возможно, пока. Но это уже будет первая победа, если вы максимально осознанно на энергетическом уровне поймете, подходит ли это вам для жизни счастливой, здоровой и спокойной или нет. И сейчас попробуем понять статистику маленькую. Не надо будет рассказывать, о чем речь. Просто надо будет сказать, да или нет. Ну, с какой точки начнем зала? Кто может первый сказать, да или нет? Только одно слово. Да. Ну скажите, а?
Не, ну интересно, лучше сказать. Да. 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 Идем в ту сторону. Да. 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 Мгм. Это да. Да. Тоже? Нет. Хорошо. Нет. Мгм. Да. 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 Ну, у большинства да. Чувствуете легкость такую, внутреннюю радость, да, когда вы приняли такое решение осознанное? Вот так должно быть. Я, ну а те, кто сказал нет, чувствуете ли вы внутреннюю радость о том, что вы разоблачили свою ошибку до того, как ее совершится? Это тоже правильно. Но если быть абсолютно честным перед вами, я могу предположить, что те, которые сказали нет, могли пока ошибаться, и те, кто радостно сказали да, тоже сказали, может быть, не потому, что они это чувствовали, а им просто очень хочется, чтобы так сделать. Да, поэтому будьте с этой ловушкой очень внимательны. Еще раз перепроверьте. И еще раз перепроверьте. Я надеюсь, что это не завтра уже надо делать, а чуть позже. Но перепроверьте. Через час уже надо делать. А если это уже вчера? Если это уже было вчера, ну просто проверила, правильно ли действие сделала. Можно и так, но лучше заранее, до этого. Поэтому эта методика называется метод остановок. И их будет по жизни очень много. Но это колоссально воспитает чувствительность. Когда вы этому научитесь, вот как будто бы это будет просто как дышать, то вам придет в голову что-то делать, и вы уже точно знаете, делать или не делать, совершать это или не совершать. Фактически любое действие в нашей жизни является волшебством. Никто никогда так не делал до вас. Это всегда уникальные действия, абсолютно. По нюансам, глобально, но всегда это новое действие во Вселенной. Это же здорово, когда ты осознаешь, что твои ошибки никто до тебя не совершал. Очень большая радость. Ты герой. Да, но и наоборот. Поэтому немножко более критично к себе относитесь на первых этапах. Вам может сейчас показаться, что вы поняли, да, но отрабатывайте не ментальные ответы, потому что будет лезть ум, и он будет вам объяснять, ну ты права, да, так надо делать, или нет, ты не справишься, ты не справишься. Это все не то, чего мы ищем. Мы ищем энергетический ответ. Он очень тонкий, его заметить нужно. И вот тот будет 100%. Поэтому, может быть, для кого-то еще, ну, надо подождать чуть-чуть. А можно спросить, учитель, а может быть так, что ты принимаешь решение и не получается? Может быть, это ответ что-то ошибочное принимаешь? Очень много в жизни действий, которые нам надо сделать, и это правильно, и они не получаются. Разве так не бывает? Да. И потом мы пытаемся еще раз. И бывает, что потом получается. Так тоже было в жизни, правильно? А бывает, что мы пытаемся, и не получается никак. Но что-то внутри нас говорит, что это надо, это правильно, а никак не получается, и на 10-й раз не получается. Только потому, что вы не так это делаете, не так. Не те действия, не те инструменты, не те чувства, не те мысли используете. Делаете ошибку в правильном действии. Очень благодарен за этот вопрос, потому что эту тему я не сказал. В правильном действии могут быть тоже ошибки в механизме реализации. И тогда ваша система скажет вам нет. Но это не потому, что это вам не надо, или вы не способны на это, а просто так, как вы это представляете делать, это ошибка. Это вызовет какие-то осложнения. Надо искать по-другому.
то же самое действие, как его по-другому делать. Поэтому вот такую внутреннюю обреченность, я получил ответ, все, ставлю точку, лучше не делать. Наработайте, это уходит примерно 2 года, чтобы почувствовать вот так вот ярко свою внутреннюю реальность, ну и, соответственно, внешние свои действия. А потом это будет уже автоматически. Но на первом этапе немножко скептицизма советую иметь и перепроверять. Вот. Но если вы приняли решение «да», убедились 1 раз, 2 раз, проанализировав это, прочувствовав, то ни в коем случае нельзя сомневаться. Нельзя, недооценивать себя, что ли, в этом действии. Смело, спокойно действуйте. И тогда есть шанс, что все будет действительно хорошо. А если ты в действие, которое ты принял как желанное, правильное, вносишь сомнения, страхи, неуверенность, но это как торопиться куда-то ехать, но на всякий случай за собой тянуть кирпич, да, замедлять себе бег на вокзал, где уходит поезд. Отпустите, зачем? Идите спокойно. Что вы чувствовали при этом? Кто-то хочет 1-2 человека хотя бы сказать, вот когда вы об этом размышляли, какие это были ответы, что вы чувствовали? Так, для примера, может быть, тем, кто будет потом это слушать. Вот какой ваш опыт? Ну что? Что вы? Увеличение потока почувствовали? Улыбка, да. Угу. Ну, легкость, может быть, легкость больше, да. Да. Дыхание обычно меняется, легкое больше становится. Спасибо. У кого-то еще что-то, да? Было сначала тяжело. Пришла внутренняя сила, уверенность. Появился свет, стала большая. Особенно в животе очень много энергии. То есть прилив потенциала, это очень интересный такой тоже рассказ, когда человек чувствует, что когда он совершает правильный поступок, у него прибавляется энергия. То есть система как бы готова к этим изменениям. И еще один рассказ. И что? В руках. Просто вот пыльный. А ответ был да или нет? Да. Да. Я вообще провалилась куда-то, и просто, когда сказали приходите откуда-то, пришла с детства вообще. А руки пыльные. Да. Вот могут быть какие-то особенности. У кого-то какая-то система, например, руки более активно отвечают на вопрос жить так. Фактически, что мы говорим? Жить так или не жить так? Это же жизнь. Это каждодневные наши дела. Да, они очень многообразны. Или не жить так, а как-то иначе. Иногда вы увидите, что правильное действие, я вам скажу ужасную вещь, ничего не меняй, все хорошо, не надо трогать, не надо, все хорошо, не трогай. 2 причины тоже. Первое, ты не готов к этим изменениям пока, хотя и ты думаешь, что правильно, но не готов, поэтому сиди и живи там, где ты сейчас есть, и радуйся этому. Не надо дергать кота за хвост, он просто спит.
Да, ему там хорошо возле камина. Вот. И второе действие, когда вы не готовы еще просто к этим изменениям. Вот на данный момент еще рано. И тогда будет ощущение тоже, что ничего не надо менять. Нужно подождать. А потом, через какое-то время, пожалуйста, сделайте. Вот. Очень интересная такая страна этого внутреннего нашего волшебного помощника, который нам подсказывает, что надо делать, когда мы поднимаем свой уровень энергии максимально. Это может как бы любой человек в эту сторону пойти, потому что это изучается и психология. Есть определенные направления по психосоматике, по телесно-ориентированной терапии. Но здесь у нас есть ресурс. Мы поднимаем частоту своей энергетики очень высоко, если вы умеете это делать. И исходя из этого мы быстро и ясно, без всяких «да, может быть», сразу видим эту внутреннюю правду. И это очень хорошо помогает жить. И завершая, я хочу сказать, что основная идея начальная, когда я вам начал говорить эту тему, была следующая. Не бойтесь совершать эти 1000 остановок в жизни. Они лучше, чем 1000 ошибок.